Глава 145. Селянь почувствовал лишь, как со всех сторон налетели сильнейшие воздушные порывы, а затем распространился невыразимо неприятный запах. Неожиданно все талисманы взорвались. Что же случилось при этом с головами нечисти? Настоящие расцвели кровавыми цветами, разбрызгивая ошметки мозгов. Пустые просто исчезли, рассеялись черным дымком. Под скалой поднялся плач и жуткие завывания. Хуачен отнял ладошки от ушей селяня, при этом на него случившееся никак не повлияло. Принц выпрямился, слегка ошеломленный. Он только что лично осмотрел все талисманы, и то действительно были обыкновенные артефакты, изгоняющие нечисть. Откуда столь пугающий эффект? В воздухе вокруг парила черная пыль и обрывки талисманов. Селянь молниеносно схватил один и с первого взгляда все понял. Какое коварство! В руке принца оказался обрывок, но если бы талисман уцелел, не представилось бы малейшей возможности разглядеть, что у него два слоя, сверху изображались самые заурядные магические знаки. Но под ними находился еще один слой тонкой-тонкой бумаги, которая теперь сгорела, так что осталось неясным, что же на ней нарисовали. Впрочем, доказательств и не требовалось. Наверняка то были самые смертоносные, самые мощные заклинания. В воздухе витала пыль, застилающая обзор, и многие демоны до сих пор пронзительно кричали, будто кто-то напал на них, пользуясь представившейся возможностью. Селянь тут же пригнулся, а кто-то из демонов заголосил: «Стойте! Ведь настоящая битва еще не началась, с чего вы вдруг бросились в бой, да? Ведь все мы демоны, и до начала битвы должны мирно сосуществовать, вместе придумывать, как перебраться через гору». Кто-то зловеще усмехнулся в ответ: «Такие, как вы, пустоголовые глупцы, заслуживают смерти на первом же рубеже». Никто никогда не говорил, в какой момент начинать битву. Все кругом соперники, от которых нужно избавиться как можно раньше. Или, может, перед тем, как напасть, тебя еще предупредить об этом: «Постой, постой. Я отступлю. Мы ведь еще не достигли горы Тунлу. Я прямо сейчас отступлю, идет где, по-твоему, мы находимся? Захотел — пришел, захотел — ушел. Еще не достигли горы Тунлу. А ну-ка присмотрись получше, где ты очутился». Когда пыль и дым слегка рассеялись и демоны смогли оглядеться, все как один потрясенно воскликнули: «А! Как же это?» И не только их, но даже селяня слегка изумила картина, представшая перед глазами. Ранее путь преграждала высокая скала, которую не обогнуть, не перемахнуть. Теперь же скала в какой-то момент исчезла. Нет, не исчезла, а переместилась им за спину. Выходит, сами того не заметив, они оказались в пределах горы Тунлу. Селянь внезапно осознал, почему на его вопрос об ориентирах Хуачен ответил: им нельзя доверять. Поскольку эти самые ориентиры, подобно покостливым детишкам, могли перемещаться сами по себе, неожиданно селянь услышал позади холодную усмешку: «А сейчас мы посмотрим, марионетка ты или что-то иное». Демон острого лезвия, принц резко развернулся, но не успел даже отдать приказ Жайо, когда перед глазами сверкнул холодный блеск, и демон острого лезвия оказался разрублен поперек тела, даже вскрикнуть не успел. Селянь подбежал к нему и убедился, это не притворство, демона действительно разрубили ровно пополам, и на этот раз он был мертв, мертвее некуда. Подняв голову, принц увидел и убийцу, странного путника в плаще, который как раз вложил длинный меч обратно в ножны под одеянием и уверенным шагом направился к ним. Его силуэт и походка показались селяню смутно знакомыми. Принц выпрямился и спросил: «Ваше превосходительство, так вы все-таки?» Путник низким тоном усмехнулся, будто намеревался дать ответ, но неожиданно наклонился. Селянь мгновенно насторожился и сосредоточился, готовый отразить внезапную атаку, однако незнакомец лишь поднял с земли двух демониц, придерживая их за тонкие талии. «Дамы, вы не пострадали». Демоницы отличались довольно красивой внешностью, и поскольку мечей при себе не носили, не трогали талисманов, так избежали смерти, лишь потеряли сознание от взрывов, прозвучавших совсем рядом. Теперь, когда кто-то приобнял их и мягким голосом позвал, женщины постепенно пришли в сознание и с благодарностью отозвались: «Не пострадали, спа,
Однако «спасибо» так и не прозвучало из их уст. Обе демоницы резко переменились в лице и оттолкнули незнакомца с криками «Поди прочь», после чего в попыхах отползли в сторону. Путник не расстроился, когда ему досталось от демониц, только, кажется, удивился и, потеряв подбородок, нахмурился. Как странно. Но ведь лицо не настолько уродливое, он не снял фальшивую личину, но Селянь уже понял, кто перед ним. «Генерал Пэй, а вы что здесь делаете?» Тот повернулся на зов, слегка улыбнулся и провел рукой по лицу, обнажая истинное обличие. Это действительно оказался Пэймин, разумеется, исполняю приказ владыки, который послал меня оказать небольшую помощь вашему высочеству. Правда. Что ж, мне поистине неловко перед вами за это. Вы же видите, насколько здесь опасно. Хуачен вмешался, ГГ, не стоит считать себя виноватым. Наверняка он просто желает снискать расположение Цюн. Пэймин подошел к Хуачену, присел на корточки и ладонью померил его теперешний рост, с улыбкой говоря: «Неужели зрение меня не подводит, и это сам его превосходительство, собиратель цветов под кровавым дождем? Правду говорят, что при следующей встрече с воином видишь его в ином свете. Что ты такого съел, раз стал расти наоборот?» Ха, с его губ сорвалось лишь «ха», когда Селянь выбросил вперед шелковую ленту и чуть не отправил генерала Пэя в полет. Тот едва успел уклониться и сам отскочил назад со словами: «Ваше Высочество, насколько же вам дорог градоначальник Хуа, раз вы и подшутить над ним не позволяете?» Селянь же с абсолютно серьезным лицом спросил: «Вы в самом деле генерал Пэй?» Пэймин похлопал по мечу на поясе, демонстрируя оружие принцу. «Обнаружите подделку, заменим товар». Селянь: «Замена не потребуется, сразу верну создателю». Хуачен: «ГГ, убей его. Он не настоящий». Пэймин: «Эй, Селянь, если вы настоящий генерал Пэй, почему талисман оставил отметину на вашем лице?» Пэймин: «Очень просто. Все благодаря этому». Он что-то перебросил Селяню. Принц, опасаясь подвоха, не стал ловить вещицу руками, вместо этого зацепил острием меча и поднес ближе. Конфета на острие меча действительно блестела черная конфетка. Пэймин закинул еще одну такую же в рот и сказал: «Покупаешь в призрачном городе конфет с демоническим вкусом, съедаешь одну, и весь заполняешься демонической ци, которая исходит изнутри наружу. Весьма удобно, когда нужно выдать себя за нечеловеческое существо». Селянь взял конфету двумя пальцами и полюбопытствовал: неужели в призрачном городе можно раздобыть и такие чудеса? Пэймин, жуя конфету, ответил: «Спросите градоначальника Хуа, что подле вас, он знает лучше всех. В призрачном городе можно раздобыть что угодно, нужно лишь знать место. На вкус неплохо. Не желаете попробовать, ваше высочество?» Селяню тоже стало очень любопытно, каковы на вкус демоны, и он спросил Хуачена: «Если подумать, нам тоже следовало бы купить немного этих конфет перед тем, как отправиться в путь». Но Хуачен взял конфету из его рук и произнес: «ГГ, если тебе что-то понадобится из призрачного города, просто скажи мне. Но это тебе лучше не есть». Почему Хуачен явно не прикладывал усилий, но конфетка в его руках пронзительно пискнула и обернулась струйкой черного дымка. Все, что продается в призрачном городе, весьма опасно. К примеру, вот эти конфеты. Сделанные в подпольной мастерской, чаще всего они изготавливаются из низкоранговых мелких демонов, добытых неизвестно где. Употребление таких конфет наносит вред здоровью. Пэймин ответил с полным безразличием: «Не так уж все плохо. Я прибегаю к этому способу редко, только в крайних случаях». Хуачен добавил: «К тому же запах очень едкий. Люди и небожители его не ощутят, но чем ниже был уровень демона, тем отвратительнее пахнут конфеты». Хуачен хихикнул: «Теперь ты понял, почему те демоницы велели тебе пойти прочь, потому что они почувствовали гнуснейшую, отвратительную вонь, исходящую от Пэймина». Селянь тихонько кашлянул и деликатно заметил: «Генерал Пэй, лучше вам все-таки это не есть». Пэймин сделал знак рукой, вынул оставшиеся демонические конфеты и выбросил всю горсть. «Хорошо. И все же пока мы находимся лишь на самом внешнем уровне горы Тунлу,
а дальше нам встретится больше нечисти, которая будет еще сильнее и сразу почует подвох. Что нам делать тогда? Должно быть, ранее демоницы закружились возле Хуачена именно по той причине, что им очень понравился его запах. И демоническая ци, которой Хуачен окружил селяня, также относилась к высшему разряду, поэтому принц не нуждался ни в каких демонических конфетах. Вот только чтобы никто не смог разглядеть, что его демоническая ци лишь нанесена поверх тела, наверное, пришлось бы, как это происходило ранее, слиться в жарком поцелуе, чтобы обменяться дыханием. Селянь поспешно оборвал эти мысли и со всей серьезностью ответил: «Я и сам не знаю. Я ведь всего лишь кукла-марионетка». Значит, принц собирался продолжать спектакль. Пэймин сказал: «Ладно. В таком случае вашему высочеству нельзя отходить от своего хозяина». Селянь притворился, что не слышал. Он огляделся по сторонам и задумался: я совсем не ожидал, что первая же битва будет столь кровопролитной. Только что вокруг собралось более 400 демонов, но во время воцарившегося хаоса почти все они были убиты. Селянь невольно вспомнил, как той ночью Хуачен рассказывал о горе Тунлу и даже показывал небольшое представление, которое поистине оказалось нисколько не преувеличенным. В самом деле, здесь будто пронесся порыв мощного ветра, унесший все сорные травы. Тех же, кто избежал этой участи и теперь лежал на земле раненый и стонал, осталось не больше 200. Хуачен, стоя среди них, произнес: «Теперь вы поняли, что из себя представляет гора Тунлу. Чудом оставшиеся в живых демоны не посмели даже шевельнуться». Селянь мягко продолжил: «Сейчас вы находитесь только на внешнем уровне, пока еще можете уйти. Если не хотите передвигаться вглубь, где повстречаетесь с еще более страшными вещами, подождите здесь и поищите способ покинуть гору». Демоны именно так и собирались поступить. Видя, что троица им не угрожает, нечисть торопливо, держась друг за друга, помчалась в укрытие, подальше отсюда. Глядя на их отдаляющиеся силуэты, Селянь задумчиво произнес: «Этот отнимающий жизни демон Острого Лезвия взял себе крайне хвастливое прозвище, но неожиданно оказался довольно опасной личностью. Поистине жестокий поступок». Пэймин согласился. Тварь в высшей степени расчетливая, с самого начала стал мутить воду и быстро подстраивался под любые изменения. Вы своим ударом меча, ваше высочество, как раз позволили ему притвориться жертвой. Селянь так и застыл. Постойте, я своим ударом меча. Каким ударом меча? Но я его не тронул, разве? Я говорю о той ране в живот. Если бы не посеянная им ранее паника, а после ваше божественное сияние от его раны, остальные демоны не поверили бы его речам и не стали бы лепить на головы талисманы. Селянь подивился: не стану лукавить, но я думал, что тот удар — дело ваших рук, генерал Пэй, ваше высочество, должно быть, имеет обо мне ложное представление. Я не нападаю из-под тишка. Если это не вы и не я, неужели среди нас присутствовал третий небесный чиновник? Или же что-то не так с божественным сиянием от раны? Принц обернулся, чтобы осмотреть убитого демона Острого Лезвия и кое в чем убедиться, но увидел лишь пустоту, отчего даже растерялся. Где же труп? Пэймин также пришел в легкое замешательство. Но ведь я совершенно точно разрубил его пополам. Хуачен мрачно произнес: «ГГ, будь осторожен. На горе Тунлу тем сильнее становится убийца, чем больше жертв погибает от его руки». И всего несколько минут назад демон Острого Лезвия расправился с почти 400.